Друзья мои, всем привет! Сегодня мы поговорим о выборе стратегии развития вашего аккаунта после постройки штаба 5 звезды. О том, сколько плазмы и поле плазмы вам потребуется на улучшение всех построек до 8 звезды и какие преимущества вы получите, я говорил в ролике «Все о 8 плазме». Ссылку я оставлю в описании. После открытия 8 плазменного уровня многие игроки задались вопросом, на что тратить плазму. На исследования в военном институте и открытие войск Т-11, или же на повышение уровня штаба. Чтобы разобраться в этом вопросе, разделим игроков на две группы – рейдеры и игроки поддержки. Обе позиции очень важны для успеха альянса в сражениях. Сегодня мы не будем говорить о том, как развиваться рейдеру, потому что и так ясно, что им нужно улучшать все и как можно быстрее. Для них важна обычная лаборатория, уровень штаба и база героев, войска, герои и так далее. Для них важны абсолютно все детали в игре, так как в сражениях большую роль играет их статистика. Теперь вернемся к игрокам поддержки. Без игроков, которые будут наполнять рейды, Альянс не сможет победить ни одного сражения. Поэтому давайте разберемся, как быть наиболее полезным для вашего союза. В начале ролика я обозначил вопрос: Т-11 или же 8 звезда? Однозначного ответа нет. Все зависит от вашего стиля игры. Что нужно игроку, который работает на результат команды? Например, возьмем массовые события, такие как битва за Капитолий, сражение за крепость, рейд на резервуар. Основная задача игроков – это обеспечить войсками созданные рейды. Как я уже говорил в ролике про таланты шефа, когда вы вступаете в рейд, то ваша статистика не играет роли. Ваши войска сражаются со статистикой лидера рейда. При одинаковой или очень близкой статистике двух игроков с большой вероятностью победит тот, у кого будет более качественное наполнение рейда. То есть чем лучше войска у вступающих, тем больше шанс победы. Соответственно, игрокам поддержки нужен высокий уровень войск. Для сравнения возьмем количество потраченной плазмы на создание Т-11 и войск 8 плазменного уровня. Для открытия именно пехоты Т-11 с учетом улучшения военного института до 5 уровня потребуется 8467 плазмы, 6222 непосредственно для Т-11 и 2245 для улучшения военного института. Для открытия пехоты 8 звездного уровня без учета улучшения наездников и охотников потребуется 5230 плазмы и 444 полиплазмы. Штаб 8 звезды 3060 плазмы и 270 полиплазмы. База героев до 7 уровня 1170 плазмы и 84 полиплазмы. Казарма до 8 уровня 1000 плазмы и 90 полиплазмы. Если считать по минимуму, то на очистку такого количества полимеризованной плазмы потребуется 4440 плазмы. Итого на открытие пехоты 8 звездного уровня потребуется как минимум 9670 плазмы. Теперь сравним эффективность войск. Будем опираться на их базовые показатели. В этой таблице на примере пехоты видим, что Т-11 5 звезды и Т-10 8 звезды имеют одинаковые показатели выносливости, а по всем остальным показателям Т-10 выигрывает. Но как мы посчитали ранее, на пехоту 8 звезды вы потратите больше плазмы, чем на открытие Т-11. Но если посмотреть на статистику Т-10 на 7 звездном уровне, то и в этом случае пехота имеет более высокие показатели. На открытие пехоты этого уровня вы потратите 3160 плазмы и 234 полиплазмы. С учетом очистки за 10 плазмы в день, всего для открытия пехоты 7 звезды вы потратите 5500 плазмы. Это стоит дешевле, чем открытие одного вида войск Т-11. Плюс вы будете готовы к прокачке остальных обучающих строений до 7 или же 8 плазменного уровня. Таким образом, если вы хотите быть полезным как вступающий в рейды игрок, то вы работаете в направлении повышения звездных уровней штаба. Это дешевле и быстрее. Но не стоит забывать, что исследования в военном институте также повышают ваши личные боевые показатели. Поэтому, если вы любите битву штатов за возможность выжигать штабы в поиске ресурсов, то стоит помнить, что вы можете получать ресурсы только при атаке штабов с разницей не ниже 3 уровней. Поэтому для вас хорошим вариантом развития может стать улучшение технологий в военном институте. Потому что многие игроки при прокачке уровня штаба сталкиваются с тем, что им трудно пробить игроков в пределах 3 уровней, а также они теряют больше войск, чем получают ресурсов.
То есть высокий уровень штаба без хорошей статистики не сделает вас сильным в соло-атаках PvP, но поможет вам быть менее привлекательной целью для топ-игроков. Когда я только улучшил штаб до 8 звезды, то на битве штатов мне было очень тяжело пробить даже средние по силе 5 звезды, не говоря уже о 6. Кроме этого, можно рассмотреть комбинацию двух вариантов развития: улучшать штаб, базу героев и обучающие строения, и постепенно исследовать технологии в военном институте. Тогда вы сможете стать хорошей средней по силе 6 звездой. Итак, друзья, мы посчитали, сколько плазмы потребуется для прокачки 7 и 8 звезды с одной пехоты, и сколько потребуется плазмы на открытие импульсной элиты. Также в качественном сравнении выяснили, что по базовым характеристикам войска Т-11 даже немного уступают. Теперь на основе полученной информации вам предстоит выбрать свой путь развития. На этом у меня все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии, по какому пути развития вы идете в игре State of Survival. Не забывайте, что все таблицы, о которых я говорю в своих роликах, находятся на нашем сайте Gore Team и сервере в Discord. А я с вами прощаюсь, берегите себя.